Привет всем! Урок 29. В этом уроке вызываем activity с возвратом результата. Бывает необходимость вызвать activity, выполнить на нем какое-либо действие и вернуться с результатом. Например, при создании SMS. Вы жмете кнопку «Добавить адресата», система показывает экран со списком из адресной книги, вы выбираете нужного вам абонента и возвращаетесь в экран создания SMS. То есть вы вызвали экран выбора абонента, а он вернул вашему экрану результат. Об этом можно почитать по ссылкам в описании урока. Давайте посмотрим на практике. Создадим приложение с двумя экранами. С первого экрана будем вызывать второй экран, там вводить данные, нажимать кнопку и возвращаться на первый экран с введенными данными. Например, будем таким образом запрашивать имя. Создадим проект. Открываем main.xml и нарисуем такой экран. На экране Text View, который будет отображать имя, и кнопка, которая будет вызывать экран для ввода. Пишем код main activity Java. Определяем Text View и кнопку. Настраиваем обработчик. В методе обработчика onClick создаем intent. Указываем класс второго activity, которое создадим чуть позже. На ошибку не обращайте внимания. Для отправки используем start activity for result. Отличие от обычного start activity в том, что main activity становится родителем для name activity. И когда name activity закрывается, вызывается метод onActivityResult в main activity, тем самым давая нам знать, что закрылась activity, которое мы вызывали методом start activity for result. В start activity for result в качестве параметров мы передаем intent и request code. Request код необходим для идентификации. В этом уроке мы его укажем, но не будем использовать по назначению. В следующем же уроке разберемся поподробнее, зачем он нужен. В onActivityResult мы видим следующие параметры. Request код, тот же идентификатор, что и в Start Activity for Result. По нему определяем, с какого activity пришел результат. Result код, код возврата, определяет, успешно прошел вызов или нет. Дата – intent, в котором возвращаются данные. Request код и result код мы пока использовать не будем. Подробнее рассмотрим их на следующем уроке. А из data мы будем получать объект по имени name и выводить значение в text view. Если мы извлекаем из intent объект с именем name, значит надо, чтобы кто-то его туда положил. Этим займется nameActivity. Создаем экран name.xml. В поле ввода будем вводить имя и жать кнопку ОК. Создаем класс с именем nameActivity. Определяем поле ввода и кнопку. Прописываем обработчик. И прописываем класс nameActivity в манифесте. В методе onClick мы создаем intent и помещаем в него данные из поля ввода под именем name. Обратите внимание, мы никак не адресуем этот intent, то есть ни класс, ни action мы не указываем. И получается, что непонятно, куда пойдет этот intent. Но метод setResult знает, куда его адресовать. В родительской activity, в котором был вызван метод startActivityForResult. Также в setResult мы передаем константу ResultOK, означающую успешное завершение вызова. И именно она передастся в параметр ResultCode метода onActivityResult в main.activity.java. Это мы подробнее разберем на следующем уроке. Далее методом Finish мы завершаем работу nameActivity, чтобы результат ушел в main.activity. Все сохраним и запустим приложение. Видим первый экран. Жмем кнопку, чтобы попасть на экран ввода имени. Вводим имя и жмем ОК. Снова первый экран, отобразивший полученные данные. Подведем итог. В main.activity мы создали intent с явным указанием на класс nameActivity. Запустили этот intent с помощью метода startActivityForResult. nameActivity отобразилась, мы ввели имя и нажали кнопку. Создался intent, в который поместилось введенное нами имя.
Метод setResult знает, что intent надо вернуть в activity, которая выполнила вызов StatActivity4Result, то есть main_activity. В main_activity за прием результатов с вызванных activity отвечает метод onActivityResult. В нем мы распаковали intent и отобразили полученные данные в TextView. Пока необходимо просто понять схему вызова и возврата. На следующем уроке мы сделаем расширенный и более показательный пример использования этой технологии. Всем пока!